Душевно приветствую, дорогие друзья, меня зовут Руслан Белялов, и это канал атмосферных видеопрохождений. Сегодня я хочу познакомить вас со своим топом самых страшных игр ужасов, которые пугают и держат своей атмосферой, а не только банальными скримерами. Пятое, но все же почетное место занимает игра SCP Containment Breach 2012 года от инди-разработчика Undertow Games. Не стоит путать эту игру с многопользовательской версией, доступной в Steam, но пятое место мы присуждаем именно однопользовательской версии игры, ибо новая игра потеряла львиную долю атмосферы. По сюжету SCP Secure Contain Protect — это некая секретная организация, сотрудники которой отлавливают различную аномальную дичь, распихивают по специальным камерам, а затем активно изучают. Только вот процесс изучения прерывается, и вся хрень выползает наружу. То, собственно, мы и наблюдаем в игре. Играть в это замечательно и страшно. Атмосфера безысходности и неизвестности страшно гнетет, особенно при игре впервые. Осознание того, что тебя окружают непонятные существа, которых ты ни хрена не знаешь, просто убивает. В прямом переносном смысле. В следующей игре нашего топа нас погружают в бесконечные ночные кошмары. Проект от Infinite Up Games под названием Neverending Nightmares вышел в свет в 2014 году. Игра выполнена преимущественно в черно-белых тонах, имеет приятную рисованную графику и сильную атмосферу. Игрок оказывается в шкуре Томаса Смита, попавшего в череду кошмаров, которые по ходу игры становятся только ужасней. Мы доходим до контрольной точки, погибаем от различных обстоятельств и просыпаемся вновь. И двигаемся дальше. Локации и объекты вокруг постепенно меняются далеко не в лучшую для главного героя сторону. Игра хоть и имеет 3 концовки, но все равно очень коротка и хочется еще. Следующая игра схожа с Neverending Nightmares своими кошмарами. Layers of Fear, или Слои страха. Игра с прекрасной графикой и проработанным до мелочей окружением действительно способна напугать, даже не доставая из рукава своих монстров. Атмосфера напряжена от самого начала до конца. Здесь испугать смогут даже упавшие со стола тухлые фрукты. Мы играем за любящего выпить художника, который окунается в свои кошмары, блуждая по дому. Нам предстоит узнать о событиях, произошедших в семье главного героя. Игра вам расскажет, нужно только двигаться вперед. Этот кошмар также получил DLC, в котором играть предстоит за дочку художника. На мой скромный взгляд, в дополнении хватка атмосферы ужаса ослабла, но тем не менее ради полного раскрытия сюжета пройти рекомендую. На второе место смело могли попасть Слои страха, но то я познакомился с игрой Darkwood, вышедшей летом 2017 года на движке Unity. Простая графика, вид сверху, колоритные персонажи, мучительная атмосфера безысходности. Эта игра не просто пугает нас, нам предстоит выживать в суровых условиях, искать ресурсы, общаться со странными, загадочными персонажами и сражаться с монстрами. И это только днем. Ужас начинается с наступлением ночи, когда ты в обнимку с лампой жмешься к углу комнаты и прислушиваешься к каждому шороху за окном. Единственный оплот спасения — это дом, в котором распыляется газ, слегка отпугивающий нечисть. Здесь мы баррикадируемся, защищаемся и выживаем от заката до рассвета. И не дай бог ты забудешь заправить генератор. Заслуженное первое место я отдаю игре Pineview Drive. Мы играем за мужчину, приехавшему в огромное поместье, в котором когда-то он жил со своей женой. Здесь нам предстоит вести борьбу с тьмой, призраками и самим собой. Цель игры — продержаться 30 ночей в особняке и не сойти с ума. Играть мы начинаем с вечера каждого дня. До наступления ночи у нас есть возможность без страха и при свете солнца провести некоторые подготовительные мероприятия, например, зажечь свет или исследовать дом. В Pineview Drive есть все, что мне нравится. Это ощущение ужаса и безысходности, гнетущая атмосфера, страх неизвестности, отличное звуковое и музыкальное сопровождение.
Помимо превосходной атмосферы, здесь присутствуют и нелюбимые многими скримеры. Но они здесь сделаны так грамотно и вовремя, что игрой просто начинаешь восхищаться. По мере прохождения главный герой находит новые ключи, которые открывают новые двери и новый кошмар. В один прекрасный день подача электричества прекращается, и в нашем распоряжении остаются только свечи и спички. Также стоит учесть, что сильно пугаясь, главный герой постепенно сходит с ума, поэтому нужно быть крайне осторожным. Несмотря на то, что игре не хватает хватки, имеются косяки, некоторые ночи слишком короткие, открывание дверей порядком надоедает, Panyu Drive все же достойна первого места. Атмосфера превосходная, а для меня именно это самое главное. О каждой игре можно рассказывать еще очень долго, но лучше сыграть самому и получить незабываемые ощущения. Если все же играть не хочется или страшно, в описании вы сможете найти ссылки на мои прохождения некоторых вышеназванных игр. А какая игра ужасов напугала вас больше всего? Какой игре вы бы присудили первое место? Пишите в комментариях самые атмосферные и жуткие игры, которые вы пробовали. Очень интересно будет посмотреть. А также подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и предлагайте свои идеи для новых видео. Ничего не бойтесь, никого не пугайтесь и самое главное, не болейте. Пока-пока.